Он же был сжат в страшных, сложных условиях именно со сталкером. Я могу говорить о сталкере. А что за условия? Скажите, пожалуйста. Условия – это отсутствие нормального финансирования. Первый год съемки был снят материал весь на каком-то экспериментальном кодеке. Этот кодек не смогли проявить, как я знаю. И мы получили брак. Весь год работы пошел в брак. Вы представляете, что происходит, если на глазах у художника разрушается его картина? Это же год работы великого художника. И все это в корзину. И это шок был потрясающий, конечно. Я впервые видел Андрея Алексеевича в таком состоянии. Это была ужасная ситуация, когда погиб весь материал, когда все рухнуло, все. Вот за это я ненавижу тех людей, которые это сделали с ним. Те, которые не смогли проявить пленку. Те, которые создавали эти кошмарные условия, где он должен был, несмотря ни на что, сделать свою работу. Это было специально или случайно? А может быть и специально. Может быть и специально. Просто среда невозможная была. Тут как бы логично было такое завершение. И как он потом пришел в себя после предложения доснять «Сталкера», он же первую секунду ответил «нет», категорическим «нет». То есть, как это? Давайте, вот только что вас прооперировали, еще рана не зажила, еще кровоточит, давайте вторую операцию сделаем. Вот сейчас она будет удачная. Любой пациент скажет: вы что, ребята, совсем решили доконать меня? Поэтому возвращение было вот таким болезненным к «Сталкеру», ко второму году. А почему он пошел на это? Я только знаю, помню его слова, что ситуация становится неуправляемой. То есть все-таки надо было идти на контакт с этими людьми. Надо было все-таки работать. Работать так, как ты хочешь, но работать. Потому что киностудия что она теряла? Ну вот она теряла деньги. Она могла их списать. Могла. Но не хотела списывать. Поэтому предложил снять еще раз. Ну да, только, так сказать. На вторую серию вот деньги дают, а первую серию вы уже съели. Нужно снять двухсерийный фильм. Ничего, ситуация. Значит, это обеспечение материалами, это количество пленки, это количество съемочных дней. Это все на 2 серии дается. Должно даваться. А далось на 1 серию. Мы сняли он снял двухсерийный фильм. Вот на таких жутких условиях он пошел снимать «Сталкер» на 2-й год. Проезд поезда в зону, помните, да? За поездом там джип мчится. Там этот проезд нужно было сделать из колючей проволоки. Металлические конструкции должны были стоять около железной дороги. Нам ни проволоки, ни металла, ничего не дали. А это стоит, это есть в кадре, и там проехало это все. Это получилось так, как нужно. Это надо было сделать. Из чего? Ребята, из чего это сделать? Так находили каким-то странными, так сказать, путями, находили эти материалы. Какими путями? Украсть, что ли? Ну, не украдешь же. Наша группа пойдет, там администраторы пойдут воровать колючую проволоку где-то? Нет. Но ее же нашли, достали каким-то образом. Значит, какой-то материал свой отдали. Взамен этого получили это. А другие планы как снимать? Надо было сотворить маленькое чудо в каждый раз, для того, чтобы сделать этот «Сталкер». Надо было сделать невозможное. Например, план с танками. Вы же помните, там есть план с танками. Ну, танки видны там в тумане чуть-чуть. На самом деле, там было 7 или 8 танков на первый год. Там штук 5 БТРов. Это все пригоняли из Москвы, с Мосфильма. Это все туда привозили, ставили вот в этом месте. На следующий год мы обнаружили, что у нас денег нет. Надо взять 3 танка, 2 БТРа. И все, ребята. Это предел. Значит, вот это все взяли. И Андрей Алексеевич спросил: сможешь сделать план?
Я посидел дня 2-3, почертил вот это все, раскладку. А ему нужно было полноценная картина. С ним же нельзя, я говорю, нельзя было вот этот желтый цветочек, чтобы там в этом плане был. То есть с танками уж тем более нельзя было сделать, чтобы тут такое жалкое действие произошло. Должно быть ощущение, что нагнали мощное количество танков. Что-то тут случилось с ними потом. То ли они все поплавились, то ли еще, так сказать, развалились на части. Люди исчезли. То есть какое-то драматическое действие, чтобы возникло ощущение, глядя на это. И тем более он назначил уже 3-4 точки с разных мест. Я говорю, я сделаю. Я понимал ситуацию, в какой мы работаем. Так пригнали эти танки и еще дали там 1,5 часа времени, чтобы их расставить. Вместо того, чтобы я дня 2-3 думал, как их там расставить, так, чтобы они были со всех точек видны. Еще надо было так расставить, чтобы они при въезде, танк же едет по болотистому месту, он же это место порушит на 5-10 лет. Значит, не видно было, что танк только что приехал, а должно быть ощущение, что танки здесь лет 20 уже обросли мхом уже все. Значит, надо было придумать, как они, вот точка отсюда, точка отсюда. Если едет вот так, то мы видим всю колею. Если едет вот так, то мы не видим колею, потому что трава закрывает ее. Значит, надо было придумать, так их расставить. За эти 1,5 часа я бегал с мегафоном и говорил, как это... То есть в таком напряжении надо было делать. И поставили, и все получилось. То есть надо было совершать ему, Андрею Алексеевичу, самому в первую очередь. Ладно, наши проблемы. Ладно, мы, так сказать, смогли сделать. Если бы не смогли, то этого плана вообще не было бы. Тогда я понимаю, что я просто бы вылетел с этой картины. Но нельзя было сделать хотя бы один объект не таким. Он не шел ни на какие компромиссы. Нельзя было сделать декорацию или там актер сделал что-то не то. Это все явно, так сказать, слово уже в брак. Он не мог это снимать, заведомо зная, что что-то не устраивает его в этом кадре. И вы помните план, где эти трое идут к дому, я уже говорил, в зоне, 3 героя в «Сталкере». Там, в поле, вдруг на следующий день, когда мы приехали, все в порядке, декорация, все хорошо, с декорацией, снимаем следующий план, и вдруг проявились желтые цветочки. Это одуванчики вдруг подросли. Они одним днем вдруг раскрылись. А их мало было, но где-то там в поле какие-то желтые точки. Их вблизи, вот на расстоянии 5 метров видно, на расстоянии там 50 не видно глазом. Но он попросил их убрать. Вы представляете, надо было сделать, там же нетронутая среда должна быть, чтобы вообще следов не было, здесь никто не ходил. Трава выросла, так сказать, вот человеческий рост. И надо было убрать эти цветочки. Как мы там скакали, надо было порхать для того, чтобы это все выбрать, там, предположим, 35 цветочков желтых с этого плана, вынести. И потом начали снимать. Он мне говорил, понимаешь, Рашид, говорит, это не видно, но это чувствуется. Намного отличалась та картина, которую сняли в первый год «Сталкера» от того, что вы снимали второй год? Конечно, тут не могли быть, так сказать, просто копии первых там, декораций или копии, так сказать, или какие-то очень точные повторения первого года съемки. Эта картина развивалась, как мне кажется, на моих глазах. «Сталкер» менялся. То есть это 2 разные картины? Да, вот я смотрел, как менялся «Сталкер», как его играл Кайдановский. Он принципиально менялся. Он на следующий год стал очень сложным человеком, таким чувствительным, нервным, болезненно реагирующим на людей, на внешнее окружение человеком. А первый год он, как я услышал, Андрей Алексеевич, был бандитом. Я знаю, что работа со Стругацким происходила сложно. Так просто им не могло быть, потому что была... Надо было сделать произведение, и поэтому произведение, причем совместно с художниками, со сценаристами, с актерами. И я же говорю, менялся «Сталкер». То есть менялся сценарий, менялись тексты. А любое изменение, я не думаю, что оно происходит как бы спонтанно, случайно. Оно происходило в связи со сложной такой творческой работой внутри этого фильма.
с этим материалом, который дали Стругацкие. И что осталось от «Сталкера»? Осталась сама тема. И как сложно она развилась, это надо взять и перечитывать опять. Братьев Стругацких. Я не смогу сейчас, я не читал давно, чтобы оценить. Кстати, интересно, что случилось со «Сталкером». Я же вижу, что получилось, как он менялся, «Сталкер», и как, а что было в начале. Там было большое количество разных деталей, так сказать, и персонажи были немножко не те. Знаете, у меня такая крамольная мысль возникла. Я 2 года жил, вот как раз во время этих всех перипетий со «Сталкером», жил у них. Да, да. Это может сказать, наверное, любой актер. Но мне тоже показалось, что какие-то детали, какая-то манера разговора такая стала похожа на меня. Кто стал похож на вас? «Сталкер». Ну, это вот такая, я не знаю, это надо, так сказать, говорить, показывать. Но я был в восторге, увидев, что вот, да, вот так я говорю, вот в таких ситуациях я обычно поступаю так. Я думаю, что все, что происходит в его фильмах, это персонажи реальные. Скажите, а какие вот, на ваш взгляд, ваши черты передались на «Сталкера»? А в принципе для меня и была зона вот с Андреем Сенчем. То есть зона очень сложная среда, которая очень точно определяет, кто есть кто, очень точно относится к тебе, очень внимателен к тебе. И я, когда жил рядом с Андреем Сенчем, я как бы, мне нельзя было вести себя так, как вне зоны. А что для вас зона? Зона? Зона – это среда, где говорят о самом важном, о самом главном. Это где можно встретиться и жить так, как ты хочешь. Во-первых, точно, без реакции на то, что да, приходится лгать, да, приходится, так сказать, крутиться, но здесь жить очень своим, так сказать, ну, правильно жить. Хорошо дышать ровно, говорить только правду или, так сказать, быть очень честным и точным с людьми. И место, где можно разговаривать вот с тем существом или с тем нечто, что выше твоего понимания. А комната? Вот у вас экскиз. Я думаю, что с Богом. Когда не стало Андрея Сенча, у меня не стало человека, с которым я мог, с которым поговорить о самом важном. То есть как бы не стало этой комнаты. Или собеседник, с которым я мог говорить о самом главном. Все остальное какая-то... То есть для вас он и был этой комнатой? Да, 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 да. Но комната, конечно, нечто выше. Она как бы дарит еще что-то там. Но точка отсчета. Ну, говорят, не сотворите кумира. Ой, не знаю, ребята. Какого кумира?